Владимир Путин обозначил конкретные условия, при которых возможен финал многолетнего конфликта. Его заявление о готовности к прямой встрече с Владимиром Зеленским стало четким сигналом. Москва видит финал конфликта, но не намерена участвовать в пустых дипломатических ритуалах. Теперь главный вопрос заключается в том, готов ли Киев принять российские условия для подписания итогового документа, который определит безопасность в регионе на десятилетия вперед. В ходе пресс-конференции по итогам празднования 9 мая президент России прокомментировал текущую ситуацию на дипломатическом треке. Тема переговоров, которая долгое время находилась в состоянии неопределенности, получила новые вводные. Россия подтвердила, что не закрывает двери для диалога на высшем уровне, однако формат этого взаимодействия должен кардинально измениться. Речь идет не о начале консультаций, а о фиксации их результата. Но обо всем по порядку. С вами снова ваш Александр. Напишите свой комментарий и обязательно поставьте лайк, а мы продолжаем. Основанием для обсуждения этой темы стал визит премьер-министра Словакии Роберта Фица в Москву. По словам российского лидера, Фица передал информацию о том, что Зеленский заинтересован в личном контакте. Реакция Кремля была конструктивной, но прагматичной. Путин подчеркнул, что никогда не отказывался от диалога, однако любая встреча должна иметь конкретную и финальную цель. Тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу, чтобы поучаствовать в этом мероприятии, либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка, а не сами переговоры. Потому что мы знаем, что такое сами переговоры. Я это хорошо лично проходил в Минске при выработке Минских соглашений. Это можно часами, бесконечно разговаривать днем и ночью, без толку. Нужно, чтобы специалисты поработали, все сделали, чтобы было понятно обеим сторонам, что договоренности полностью согласованы. В этом случае можно встречаться где угодно, чтобы или подпись поставить, либо поприсутствовать при подписании. Эта позиция свидетельствует о том, что Москва больше не рассматривает промежуточные соглашения или временные перемирия. Опыт предыдущих лет показал, что любые недосказанности в договорах используются западными странами для перевооружения Украины и продолжения давления на Россию. Теперь условием для встречи лидеров является наличие уже согласованного документа, который закроет все спорные вопросы окончательно. По оценке президента, общая обстановка на фронте и в международной политике свидетельствует о том, что конфликт постепенно движется к завершению. Сообщение, переданное через Роберта Фица, было принято во внимание, и российская сторона обозначила параметры, при которых личная встреча президентов станет возможной. Фактически Зеленскому предложено перейти от лозунгов к юридическому оформлению новой реальности. В ходе выступления Путин также напомнил о причинах глубокого недоверия к западным посредникам. Он упомянул эпизод 2022 года и свои переговоры с Эммануэлем Макроном. Тогда французский президент настаивал на отводе российских войск от Киева, утверждая, что в условиях прямого военного давления невозможно вести честные переговоры. Россия пошла на этот шаг, однако западная сторона использовала деэскалацию для срыва уже достигнутых в Стамбуле договоренностей. Президент акцентировал внимание на том, что политика западных стран десятилетиями строилась на системном обмане. Игнорирование интересов безопасности России и расширение НАТО стали фундаментальными причинами кризиса. Запад рассчитывал на быстрый экономический и политический коллапс России, однако эти прогнозы не оправдались. Страна сохранила стабильность, а попытка изолировать ее привела к обратному результату. Ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается. А потом уже залезли в эту колею и вылезти из нее никак не могут. Вот в чем проблема. Хотя умные люди, безусловно, там есть и те, которые, безусловно, понимают суть происходящих событий. Надеюсь, что эти политические силы постепенно будут возвращаться к власти, либо будут власть брать в свои руки при поддержке подавляющего большинства европейских стран. Эта оценка касается состояния западных элит, которые оказались в заложниках собственной стратегии. Потратив огромные ресурсы на поддержку Украины, они не достигли заявленных целей, но и не могут выйти из процесса без серьезных репутационных потерь.
Это создает ситуацию, в которой Запад продолжает действовать по инерции, несмотря на очевидное изменение баланса сил в пользу России. Анализируя роль американцев, Путин отметил, что для Вашингтона украинская повестка не является приоритетной. У Соединенных Штатов есть множество своих проблем. В этой связи Украина используется лишь как инструмент в рамках более масштабной глобалистской стратегии, направленной на сдерживание России. Что такое Запад? Это так называемая, я так думаю, глобалистское направление западных элит. Вот оно с нами и воюет руками украинцев. И, они, конечно, в этом смысле хорошо устроились, они спровоцировали этот конфликт. В конечном итоге главной стратегической задачей России остается формирование такой архитектуры безопасности, которая исключит любые внешние угрозы в будущем. Заявление президента о готовности к финализации конфликта – это не просьба о мире, а предложение зафиксировать новые условия сосуществования. Дальнейшее развитие событий зависит от способности Зеленского и его кураторов осознать, что условия, предложенные сегодня, являются наиболее рациональным выходом из сложившейся ситуации. Путин четко обозначил позицию. Встреча в Москве или любой другой точке мира возможна, но только для того, чтобы поставить в этом деле точку. Вот такие новости, друзья. Пишите, что думаете. Подписка, лайк. Вы знаете, что делать, чтобы не пропустить следующее включение. С вами был Александр. Скоро увидимся. Всем пока.